Друзья, вам не кажется, что Трамп явно заслуживает звания «Феномен года»? Ведь как бы странно это ни звучало, но при администрации Байдена, которая была против крипты, биткоин стоил выше 100 тысяч. А как только пришел прокриптовалютный Трамп и привел с собой таких же прокриптополитиков, биткоин зафиксировал одно из самых крупных падений за последнее время. Да, согласен, это максимально странно, но происходит это далеко не просто так. Ведь политика Трампа максимально нестабильная, особенно в отношении экономики, что вызывает неопределенности на рынке и вынуждает инвесторов просто ждать, пока ситуация стабилизируется. Поэтому рынок и не растет. Февраль, который исторически является положительным, к сожалению, стал непростым месяцем, ведь тарифы Трампа дампили рынок и продолжают это делать сейчас, поскольку пошлины официально начали работать с 4 марта, а уже 2 апреля Трамп ведет тарифы вообще на всю сельскохозяйственную продукцию, которая поступает в США. И слышите, чем пахнет? Ну, конечно же, ростом инфляции. Инфляция — это худший друг акций крипты, в чем мы неоднократно убеждались после каждой публикации ПЦ. Но с другой стороны, Трамп готовится запустить долгожданный крипторезерв, причем не только на биткоин и эфир, но и на альты, такие как Solana, XRP и ADA. А это, на секундочку, события глобального масштаба. Тем более, если учитывать, что 7 марта пройдет первый криптосаммит в Белом доме. Таким образом, перед нами стоят весы, где на одной стороне мы получаем негативное давление на рынок в виде угрозы инфляционного роста из-за тарифов, а с другой — формирование крипторезерва, который потенциально может состоять из альтов. Это, конечно же, выступает очень положительным катализатором вообще для всего рынка. Но в какую сторону склонится чаша весов в марте, мы узнаем сегодня в ролике. Ведь данное видео является большим прогнозом на март, который станет решающим месяцем для крипторынка в 2025 году. Друзья, готовьтесь сразу. Март будет настоящим испытанием для каждого инвестора. И эти скачки в начале месяца, с 78 до 94 тысяч, которые беспощадно выбили слабые руки, еще цветочки. И только тот, кто сможет устоять перед всеми трудностями, которые нас ждут в ближайшее время, останется в плюсе. Без преувеличений предупреждаю, месяц будет очень сложным. Поэтому сегодня мы разберем все факторы, которые будут влиять на рынок. Я отвечу на главный вопрос, почему нам стоит забыть про резерв на альты. Мы проведем теханализ биткоина, чтобы определить локальное дно и потенциальные цели на месяц, а также посмотрим, какие прогнозы на биткоин дают ведущие аналитики. Ведь по классике жанра мнение разделяется. И пока одни ждут пам до 100 тысяч, другие прогнозируют дно около 70. Так что устраивайтесь поудобнее и по старой доброй традиции можете прямо сейчас в комментариях написать ваше мнение, сколько будет стоить биткоин в конце марта. Проверим, кто сможет угадать этот уровень. Ну а с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, давайте кратко о том, что вообще произошло на рынке за последние дни, ведь новостей реально было очень много. Но благо редакторы Coin22 следили за всеми событиями и вовремя публиковали все самое важное в нашем Telegram, где вы можете найти актуальные новости, экономические отчеты, метрику и вообще все, чтобы знать, что происходит на крипторынке. А сегодня мы выложили список монет, которые могут спровоцировать крупные ликвидации в первую неделю марта, что сильно отразится на их цене. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы узнать, что это за монеты. Ну а 2 марта Трамп, как всегда, сделал неожиданное заявление и написал, что хочет добавить в крипторезерв США не только биткоин, но и некоторые альты. Хотя о крипторезерве мы начали говорить одни из первых, еще до выборов США. И в последних наших роликах я неоднократно упоминал, что Трамп хочет сделать такой резерв. Сначала рынок отреагировал на это ростом, но потом начал падать. Ведь несмотря на рост, многие начали критиковать план Трампа, в то время как аналитики пришли к выводу, что резерва на альты не будет, с чем я также согласен. И давайте объясню почему. Если следовать заявлениям Трампа, то есть два варианта резерва. Первый на 100% состоит из биткоина, и его поддерживают многие сенаторы, а также такие личности, как Сейлор. А второй вариант — это такой мини-портфель из биткоина и альтов, о которых я говорил ранее. Но если биткоин еще можно рассмотреть в качестве актива для резерва, то вот альты сюда категорически не подходят, ведь у них есть много проблем. Во-первых, Трамп не может показывать пальцем на любые монеты и добавлять их в резерв. Конечно, он считает себя посланником Бога, но для этого нужно одобрение Конгресса, а это очень долгий процесс. Во-вторых, есть угроза манипулирования. Аналитик Самсон Моу написал: комментарии Трампа о включении альткоинов могут быть попыткой угодить лоббистам, которые продвигают эти монеты. Ведь обратите внимание, еще до новости от Трампа некоторые монеты уже начали резко расти. Из этого ходят слухи об утечке информации, которая позволила трейдерам заработать. А Питер Шиф назвал Трампа и его сына скамерами, которые заработали на инсайдерской торговле. Следующий момент касается того, что альты, которые назвал Трамп, не подходят по главным критериям. Конечно же, монеты для резерва должны быть на системе Proof
Proof of Work, должны отсутствовать любые разблокировки или аллокации для первых инвесторов. Ведь сами понимаете, разработчики могут получить токены после разлоков и выкинуть их на рынок. Цена упадет, и зачем такой резерв вообще нужен? Также монета должна существовать не менее 10 лет, иметь безопасность хранения в холодных кошельках и полную проверяемость блокчейна. А по всем этим требованиям подходит только биткоин. Даже эфир под вопросом. Конечно, я не хочу этим сказать, что Solana, XRP и ADA это плохие монеты. Нет, просто они не подходят для резерва. Кстати, поскольку многие альты сейчас торгуются на минимальных уровнях, мы уже начинаем готовить для вас топ монет на март, где будут собраны самые потенциальные токены на месяц, и чтобы топ вышел как можно раньше, давайте наберем 2000 лайков. Ведь вы прекрасно знаете, как ваша поддержка влияет на наш канал. Еще при создании резерва из альтов может возникнуть конфликт интересов. Например, Дэвид Сакс, которого называют криптоцарем, и он выступает правой рукой Трампа в области крипты, активно продвигает Solana, потому что он в нее инвестировал. Или, например, тот же глава Ripple будет сильно топить за XRP, ведь в его интересах, чтобы монета росла, но и основатель Cardano также заинтересован в росте ADA. Соответственно, такое лоббирование интересов ни к чему хорошему не приведет. Таким образом, кроме выбора альтов для резерва, есть множество других проблем, а именно кто будет управлять резервом, как обеспечить безопасность, а также как покупать активы. Пока на эти вопросы ответов нет, а без этого создание резерва невозможно, но может быть хоть какие-то ответы мы получим 7 числа. Тем не менее, США пока еще не готовы к созданию крипторезерва из альтов. Да, заявления Трампа всегда звучат громко, но за ними нет реальных действий. Для реализации этой идеи нужно одобрение Конгресса, а его пока еще нет. А даже если план одобрят, возникают другие проблемы, включая конфликт интересов и отсутствие четкого понимания, как все это будет работать. Поэтому пока что единственный реальный вариант — это резерв из биткоина. Его хотя бы будет проще создать, ведь как минимум на биткоин есть ETF, и правительство может его покупать через BlackRock. Хотя это еще нужно платить комиссии. В общем, ждем новой информации от команды Трампа, и я думаю, мы ее получим уже 7 числа. Как мы видим, март только начался, а рынок уже успел подскочить на 20% и упасть на 15%, тем самым ликвидировав многих инвесторов. Но что же нас ждет дальше? Новые минимальные уровни или же разворот? Для того, чтобы это понять, нам нужно обсудить ключевые факторы влияния в марте. И это, конечно же, экономические показатели. Ведь, например, аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже провели анализ корреляции биткоина с данными по инфляции, а также рынку труда, где отчетливо видно, что биткоин снижается и тянет рынок вниз, когда ИПЦ растет. Но также под эти экономические события аналитики Pro прямо сейчас подготавливают сделки, чтобы можно было зафиксировать профит на волатильности рынка. Ведь, например, перед тем как Трамп объявил о резерве, у нас уже были открыты лимитные заявки на эфир, которые принесли от 70%. Также лонги на Суи с профитом от 80%, и при этом мы еще зафиксировали от 75% на откате цены ТАО, поскольку вовремя открыли шорты. В принципе, торговать таким образом может каждый из вас, ведь подписка Pro это не просто лучший помощник для криптоинвестора, но и то место, где любой новичок получает пошаговое обучение с полноценной практикой. И разумеется, у нас есть поддержка 24/7, а также помощь в сборке и балансировке спотового портфеля. Поэтому, чтобы получить готовый инвестиционный план с торговыми идеями на март и последующие месяцы, просто напишите нам по ссылке в описании. Как я сказал, ключевым фактором, от которого напрямую зависит цена биткоина в марте, является экономика США, которую, по мнению экономистов, беспощадно уничтожает Трамп. Что ж, вчера официально начали действовать тарифы Трампа, и казалось бы, прошел всего один день, но реакция рынков уже заметна. Индексы S&P 500 и Dow Jones красные, но и крипта также не отстает. А токи ETF за прошлую неделю составили рекордные 2,7 миллиарда долларов, ведь ФРС предупреждает о рецессии. ФРС прогнозирует, что ВВП США сократится на 2,8% к концу первого квартала 2025 года. С экономической точки зрения это ужасно по сравнению с прогнозами 4-недельной давности, которые показывали рост на 3,9%. Чтобы вы понимали, экономика США не так сильно сокращалась с первых дней пандемии 5 лет назад. Эти макроэкономические факторы являются существенным сигналом того, что биткоин может снижаться в краткосрочной перспективе. При этом прогнозы экономистов не самые позитивные. Например, по словам топ-менеджера мирового судоходного гиганта, ответные тарифные меры со стороны стран, на которые нацелены США, усилят инфляционное давление, по крайней мере в среднесрочной перспективе. И глава компании сказал приготовиться к росту цен. Но, конечно же, он не имел в виду крипту. После публикации ИПЦ за январь, который был выше 3%, рынки упали. Следующий ИПЦ нас ждет 12 марта. И здесь очень интересная ситуация. Данные по инфляции за февраль могут остаться на уровне 3%, ведь они поступают с задержкой и еще не учитывают тот период, когда тарифы начали работать. Для рынков это может стать таким обманчивым показателем. А вот уже ИПЦ в апреле, а также в мае, могут показать рост.
рост. Само собой, о снижении процентных ставок можно и не мечтать. И несмотря на то, что министр финансов США сказал, что они настроены снижать ставку, повлиять на решение ФРС они, к сожалению, не могут. А пока Пауэлл не убедится в том, что инфляция стабильно падает и не подает признаков роста, только тогда ФРС задумается о снижении ставок. А это, скорее всего, будет аж в конце 2025 года. Именно поэтому с каждым негативным экономическим отчетом неопределенность на рынке будет расти еще больше. И это будет негативно отражаться на крипторынке в марте. Но что же будет с биткоином? Если посмотреть со стороны теханализа, то цена биткоина сейчас держится на важной поддержке выше уровня 82,5 тысячи, что совпадает с уровнем 200 SMI. Но вот что важно понимать. Если цена упадет ниже этой SMI, то это станет прямым сигналом к дальнейшему падению. Мы можем увидеть новые минимумы. И первый ключевой уровень, за которым стоит следить, это диапазон около 80 тысяч, что чуть ниже 200 SMI. Данный уровень должен стать промежуточной поддержкой для биткоина, но он вряд ли сможет обеспечить уверенную поддержку на протяжении всего марта, за счет чего угроза тестирования уровня 78 200 долларов, где биткоин был в конце февраля, сильно растет. Еще одна интересная зона – это так называемый справедливый разрыв между уровнем 73 600 и 76 550. Он образовался еще в ноябре прошлого года, когда рынок взлетел после победы Трампа на выборах. Если цена опустится в эту область, то это может стать локальным дном месяца, в то время как самая главная поддержка сохраняется на уровне 70 тысяч. При этом самое тревожное, что на дневном графике появляется медвежий крест. Это происходит, когда 50-дневная SMI пересекает 100-дневную, снизу вверх. Такой сигнал обычно указывает на смену настроения на рынке. Вот только чтобы понять, является ли это устойчивой сменой тренда, нам нужно последить за рынком хотя бы пару недель и дождаться подтверждения этого сигнала. По факту март может стать тем месяцем, когда биткоин будет двигаться вот в этом новом диапазоне с поддержкой выше 70 и сопротивлением около 90 тысяч, уровнем, который ранее наоборот был поддержкой. И учитывая ряд негативных катализаторов, особенно со стороны экономики США, месяц скорее всего будет красным. Ну или он закроется почти в ноль, ведь март и так начался на негативной ноте. Является ли это сигналом к тому, что стоит уходить с рынка? Друзья, ни в коем случае. Любое падение, особенно такое, которое мы наблюдаем сейчас, нужно использовать только для накопления, ведь это еще одна возможность для тех, кто не успел зайти в рынок раньше. Да, многие вошли на пике и сейчас находятся в минусе, но опять-таки, если вы придерживаетесь моих рекомендаций и накапливаете монеты постепенно по системе DCA, просадки вашего портфеля должны компенсироваться. Но учтите, что это будет работать только при условии соотношения 70-20-10 или 60-20-20, ведь портфель, набитый мемкоинами, мало что спасет. Лично я придерживаюсь своей долгосрочной стратегии, и в прошлом ролике я говорил, что купил эфир на уровне 200. Также дополнительные лимитки я поставил на уровне 1750. Если цена будет опускаться ниже, я также буду откупать. Также Solana хочу еще откупить на уровне 110 на 20 тысяч долларов. И сейчас анализирую многие другие монеты, но об этом мы более подробно будем говорить в новом топе, так что не забудьте про лайк. А так время идет, но ничего не меняется. И главное правило остается одно: покупать стоит на страхе и на панике. Тем не менее, несмотря на все напряжение на крипторынке, аналитики CryptoQuant выделяют 3 причины, которые указывают на рост биткоина в марте. Первый важный момент, на который я хочу обратить внимание, это снижение открытого интереса. Как отмечают эксперты, данный показатель очень сильно упал на 14% уже 1 марта. Если объяснить простыми словами, то открытый интерес показывает, сколько всего незакрытых сделок по деривативам сейчас остается на рынке. Когда данный показатель снижается, это говорит о том, что рыночное кредитное плечо уменьшается. И как мы видим на графике, то эти откаты часто дают покупателям шанс вернуться на рынок на более низких уровнях, что может стать импульсом для нового роста. Еще один сигнал, который может указывать на возможное восстановление, это снижение индекса страха и жадности. Сейчас индекс находится на отметке 15, что говорит о крайнем страхе среди инвесторов. Когда индекс опускается так низко, это является признаком того, что инвесторы действуют осторожно и массово продают монеты. Но здесь есть обратная сторона. Такие экстремальные уровни страха часто указывают на то, что рынок перепродан и приближается к своему дну, что также является возможностью покупки на минимальных уровнях. Также аналитик Али Мартинес обратил внимание на один интересный момент. Ставки финансирования на биржах ушли в отрицательную зону. Он говорит, что это важный сигнал. Такие показатели часто приводили к отскоку. Кроме того, я до сих пор не исключаю краткосрочное влияние крипто-саммита 7 числа. Ведь давайте откровенно, правительство США впервые за всю историю начнет обсуждать крипту для будущей интеграции. Как ни крути, это положительный фактор. Поэтому 7 марта мы обязательно будем на связи и оперативно поделимся любой важной информацией, которая появится в нашем Telegram. Дополнительно, если углубиться в экономику, то мы должны понимать, что все эти тарифы и угрозы роста инфляции не являются крахом для США. Это лишь определенный напряженный период, который обязательно пройдет. Ведь как вы можете заметить, все имеет свойство
адаптироваться. И, например, экономика США сумела адаптироваться даже во время и после пандемии. Точно так же сейчас. Это лишь локальная история, которая не приведет к полноценной рецессии или, как многие думают, к дефолту. А что касается крипты, то сейчас реальные условия на рынке, пожалуй, лучше за все время. Ведь вы только вдумайтесь, правительство США обсуждает возможность интеграции того же биткоина в финансовую систему. Пару лет назад об этом мы могли только мечтать. Поэтому, повторюсь, пока долгосрочные катализаторы остаются положительными, краткосрочные негативные факторы стоит использовать как возможность для покупки. В целом в сегодняшнем видео я постарался максимально четко ответить, каким будет март. И вы правильно понимаете, он будет очень сложным. Крипта это и так специфический инструмент, особенно для эмоциональных людей, которые не способны принять потери или следовать своей стратегии. Но именно поэтому на рынке одни теряют, а другие зарабатывают. Да, друзья, деньги не берутся из воздуха, и вы должны знать, что за вашим профитом стоит чей-то убыток. И я хочу, чтобы это видео стало для вас не просто очередным прогнозом, который вы посмотрите, зациклитесь на уровнях, а дальше все равно будете поддаваться панике, эффекту фома и забывать про свою стратегию, которую вы решили придерживаться при покупке. Прежде всего я хочу, чтобы вы начали мыслить по-другому, немного дальше одного краткосрочного пампа или дампа, ведь почти в каждом ролике я говорю про стратегию DCA, фундаментальные монеты, которые, кстати, выросли, когда Трамп сказал о резерве, и что самое главное, я всегда рекомендую долгосрочное инвестирование. Я вас прошу, перестаньте думать, что крипта может принести вам миллион при вложении $100. Конечно, может прозвучать банально, но все же инвестирование это марафон, а не спринт. Поэтому, как я сказал в начале, те, кто с холодной головой пройдет через эту непростую фазу на рынке, будет на шаг впереди и останется в плюсе. И те, кто ко всему этому готов, приглашаю вас в наше следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Лучшей поддержкой от вас будет комментарий с любым вопросом, на который я постараюсь ответить, также ваш лайк, подписка на канал и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и конечно же переходите в наш Telegram, где есть больше новостей и важной информации. А вам желаю удачи, до скорых встреч!